В маленьком сельском поселении, окруженном зелеными холмами и бескрайними полями, жил фермер по имени Майкл. Он был добрым и трудолюбивым человеком, который всю свою жизнь посвятил разведению овец и заботе о своих животных. В его хозяйстве всегда царила атмосфера спокойствия и гармонии, ведь Майкл знал, как важно заботиться о каждом существе, которое находилось под его крышей. Каждое утро, как только первые лучи солнца начинали освещать землю, он обходил свои угодья, проверяя здоровье овец и других животных, а также наслаждаясь красотой природы вокруг. Он любовался зелеными лугами, цветущими полями и пением птиц, которые заполняли утренний воздух. Для Майкла это был не просто труд, а настоящая радость, которая наполняла его сердце счастьем и умиротворением. Однажды, ранним утром, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом и освещать мир своими первыми лучами, Майкл заметил, что одна из овец лежит без движения в поле. Это показалось ему странным, ведь он всегда внимательно следил за своим стадом. Подойдя ближе, он был шокирован. Под овцой лежали 3 новорожденных малыша, крошечные и беззащитные. Майкл замер от ужаса, не понимая, как такое могло произойти и кто мог оставить детей в таком состоянии. Его сердце забилось быстрее, а мысли путались в голове. В панике он быстро завернул детей в свою рубаху, стараясь защитить их от холода, и побежал домой, чтобы рассказать о своей находке своей жене Софии. Он знал, что это важная новость, и надеялся, что вместе они смогут разобраться в этой ужасной ситуации и помочь малышам. София, увидев младенцев, пришла в замешательство, но ее материнское сердце быстро взяло вверх над страхом. Они с Майклом согрели детей, укутали их в одеяло и положили на кровать. Вскоре они позвонили в полицию, чтобы сообщить о своей находке. Пока следователи проводили расследование, Майкл и София заботились о детях, стараясь сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя в безопасности. На следующий день, когда Майкл снова вышел на прогулку, он заметил умирающую женщину, лежащую на земле на опушке леса. Сердце его сжалось от страха, когда он понял, что это может быть мать детей. Он подошел ближе и увидел, что женщина была в ужасном состоянии. Ее звали Мэри, и она оказалась бездомной. Она рассказала, что у нее начались роды в поле, и, испугавшись, она оставила детей и убежала, не зная, как обеспечить им достойное будущее. Мэри, с трудом поднимая голову, умоляла Майкла позаботиться о ее детях. Она знала, что они в надежных руках, но сама не могла больше бороться за свою жизнь. Майкл, полон сострадания, вызвал скорую помощь. Мэри доставили в больницу, и врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, она умерла в реанимации. Потеряв Мэри, Майкл чувствовал, что должен выполнить свое обещание. Он и София приняли решение усыновить всех 3 детей. С каждым днем они становились все более привязанными к малышам, которые, несмотря на свои трудные начала, приносили радость и свет в их жизнь. Дети помогали по хозяйству, и вскоре маленькая семья превратилась в большую, полную смеха и счастья. Майкл и София были благодарны судьбе за этот неожиданный поворот в их жизни. Они любили детей, как своих собственных, и каждый вечер собирались вместе, рассказывая истории и мечтая о будущем. Их дом стал местом, где царила любовь, и они знали, что сделали правильный выбор, приняв в свою семью тех, кто нуждался в защите и заботе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.